Клянитесь, что микрофоны работают. Пам-пам-пам-пам-пам. Надо тоже петь. Дай пой, да. Каких-то планов на будущее, надежд не строю, то есть я особо не надеюсь на что-то. Шанс же есть большой, правильно? Да. Прям очень хорошо. А, хорошо. Клуб «Пафос», уважение, да, я полюбил футбол всей душой искренне. О, Руслан, ты так стильно одет, вообще 1000 лет уважения тебе. Очки, конечно, на Гарри Поттера намекают, но Без очков я вообще красавчик. ты нужен людям. Я вот человек с паллиативным статусом. Давай ты будешь в витиеватом статусе. Действительно грустно, что когда ничего не хочешь прям так. Я Да, тебе главное сказал, вот так вот делать. больше эмоций. Нет, ты тут переигрываешь. Ты имеешь в виду, что мы с тобой поженимся? Да? Я нашла себе мужа. Надо чемоданы собирать. У нас тут в фонде «Радуга» на Кипре чудеса происходят. Впервые к нам приехала не мама с ребенком, а папа с ребенком. Какой папа? Какой ребенок? Мы поговорим о любви, о поцелуях, о 5 языках любви с папой Виталием, с нашим прекрасным Русланом. И вы узнаете, какие желания может загадывать молодой человек в 16 лет и на что согласится папа. Начнем с самого главного вопроса, который мне задают все, кто тебя увидел на Кипре. В чем сила? Кто этот парень, да, и что с ним не так? Потому что когда ты выходишь на сцену, когда ты общаешься с людьми, когда ты, дай руку пожму, жмешь руку, когда ты ешь, пьешь, обнимаешься, целуешься, ты обычный классный, здоровый парень. Так что с тобой не так и почему все-таки фонд тебя сюда пригласил? Людям нужно объяснить. Ну, Кто мне, такой Руслан? мне приятно слышать, что типа люди не видят во мне особо отличий, потому что я там на видео, в зеркале, ну или там просто, я вижу у себя там, что у меня, как это можно назвать, другой язык тела, как-то движения просто странные. Вот я когда там стакан беру, я там, руку придерживаю, собственно, вот. Ну, мы тоже часто так делаем. По понедельникам. По понедельникам, да. Или когда волнуемся. Вот. А что с тобой не так? Вот куда, как люди могут это понять? У тебя внутри что-то произошло? Расскажи, когда это случилось, как началось? У меня саркома кости, вот, все это началось с правого плеча, вот, и с правой стороны у меня там самые сильные, как это можно сказать, различия, изменения. Вот, у меня нету полностью правого плеча сейчас, вот, было много операций, там, всякое такое. Вот, и я руки, что правую, что левую не могу вообще поднимать, вот, по правой там даже чуть больше ограничений, вот, чем в левой. А с чего началось? Когда это случилось? То есть ты был обычным мальчиком, обычным школьником, и потом? Да, я вот ходил в школу, там все в носу ковырял, козюли ел. Козюли я не ел, кстати, никогда. Вот, говорю на А камеру. зря, может быть, это было бы лекарством. Да. Чувство юмора точно помогает. Так, Вот, тебе было 14, и ты ковырял носу, а дальше? Да. Вот, просто с одноклассником что-то прикалывался, дурачился. Вот, и в моменте там я какую-то шутку разгонял, вот, и там я на разгоне, на приколе, могу там реально, я там, конечно, стулья в окно я не выбрасывал, вот, там подобные случаи были всякие. Вот, и я что-то раскачивался вот на стуле, вот там все там в кураже, там все. Я прыгаю специально, чтобы, неважно. И полкласса вот так вот просто обкатываюсь, падаю на плечо, вот оно у меня что-то начинает болеть. Оно у меня и до этого на тот момент болело, вот, несколько месяцев, по-моему, вот. Я там ушел с уроков, все, меня положили в больницу. Ой, не положили в больницу, не. Там меня закатали в гипс сначала, все. И, все, сказали, вот, месяц походи в гипсе, в этом панцире, через месяц там все снимем, все, окей. Мне он еще весь этот месяц, я помню, давил, у меня рука прям болела, вот. Я думал, не так как-то гипс наложили, там что-то такое. Вот, и когда там уже гипс сняли, у меня вот такое вот было плечо, просто там гигантское, размером реально вот, как с помело, типа. Вот, и, стали думать, что не так, там, меня обследовать уже более тщательно. Вот там, и я месяц лежал в больнице, которая... там просто не супер больница какая-то такая, стены страшные, еда ужасная. Где это было?
Но это было в Новосибирске, вот. Какая больница, в смысле? Не, или- нет, город Новосибирск, ну. да? Там же где-то и родился. и Да, да, учился, да, там я вот... И там же на стуле катался. Да, 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 и там же на стуле катался. Вот, и... Так тебе сказали, какой диагноз, или как это? Ну нет, это все происходило вообще не сразу, там в начале было, ну, много, ну, вообще все непонятно, типа, что со мной дальше будет, там, что со мной делают. Вот, я вообще ничего особо тогда не понимал, прямо те дни реально как в аду находился практически. Вот. И там даже мне сделали биопсию, ну, чтобы в итоге убедиться, что у меня там какая-то опухоль, там, что это там в итоге у меня. Ну, вот. И даже после биопсии, недели две, там этот период, ну, самый такой непонятный был. Вот, то есть, ну, самый тяжелый. Ну, там много такого тяжелого происходило, но тем более самое начало я вообще, ну, не был ко всему этому готов, не готов. А как Вот ты так вот. справлялся? Что ты делал? То есть ты, получается, просыпаешься, какие-то процедуры, ты понимаешь, что что-то не так, и думаешь, а как это дальше? Что ты, книги читал? Ну, не знаю, я общался просто там с апалатовцами, с ребятами, вот просто, ну, своего возраста старался находить. Вот. Помню даже одну недельку я там нашел отличную компашку ребят, с ними заобщался. Вот мы там с ними тусили, что-то делали. Вот. Но сложновато, правда, было. Я там потом все больше в себе закрывался, как будто. Вот. Но как с этим справлялся, блин, я даже не знаю. Ну, а там приводили, может, каких-то психологов или что-то Нет, объясняли, или там- просто вы находитесь в больнице и сами разбираетесь со своей жизнью? На тот момент я еще один лежал, вот, абсолютно. И... Ну, там вообще больница такого, ну, как это назвать, среднего, плохого уровня. Эконом-класс. Хуже. Хуже. Да, скажем так. И там, ну, не то, что каких-то психологов, там, ну, так, не все даже медсестры А родители приветливые. пускали же, да? Нет, Папа мог это приезжать? еще выпало время, типа, карантина. Ага. Ну, это еще было хирургическое отделение, поэтому там вообще все строго, там по еде не все пропускали. То есть у меня там, конечно, получилось договориться, чтобы мне там всякие печенюшки Макдональдса приводили, приносили. То есть ты, в Вот общем, и там, в классе по был блату. заводилой, который что-то там, какой-то стендап устраивал и на стуле катался, и также в больнице по блату Ну, в больнице договорился? по блату там договорился не я, там, ну, да. Вот, а так там, ну, все, что можно было, это, ну, печенье и воду, все там. Родственников не пускали, все там, ты сиди, там, кукуй в этих 4 стенах тонких, на неудобных кроватях. С этим Знаешь, что режимом. вспомнила? Когда мы знакомились с моими 3 детьми, и мой сын 12-летний вел себя как-то так странно, там что-то мам. И я говорю: Руслан, ты ближе по возрасту, скажи, что он от меня хочет. Такие у нас сейчас уже непростые отношения. И Руслан такой: ну понятно же, все дети хотят внимания. Говорит, я вот тоже всю жизнь хотела внимания. Помнишь, ты сказал? Да, Говорит, сколько да. себя помню, там, с 3 лет. А я говорю, а сейчас как? Достаточно внимания? Вот сейчас вон камеры. То есть, вот у меня вопрос. Что такое могло произойти в твоей жизни, что вдруг к 14 годам у тебя появляется что-то, что вдруг привлекает к тебе большое количество внимания? Могло ли быть такое, что ты хотел, чтобы, например, мама или папа, или сестры, или твои школьные друзья и учителя, чтобы все больше обращали внимание, а тебя как будто бы было не видно? Или наоборот, ты и так был самым-самым активным? Может ли быть какая-то связь? Потому что я прям запомнила, ты говоришь, все дети хотят внимания, я всю жизнь его хотела, а сейчас у меня оно есть. Я не совсем так сказал, просто со временем как-то нужда у меня в этом внимании пропала, что ли. Не Сейчас прям- уже не нужно. Ну, не в той мере, что раньше, ну, не так, как раньше, вот, просто, это все. 14 лет, это 3 года назад было, я вообще, ну, другим человеком был вообще. Подожди, у тебя есть 2 сестры, сколько Да, им да, лет? да. 13 и 11. Так, 11, 13, тебе 17, да, Да. сейчас? А там как внимание распределяется? То есть постоянно были 2 девчонки, которым папа, мама уделяли больше внимания, а ты такой старший брат, которому нужно добиваться внимания. Нет? Или наоборот, ты чувствовал себя комфортно в семье? Расскажи немножко про семью. Как это было?
У меня тут есть вопрос про маму, Мгм. если ты можешь сказать. И причем вопрос, что отношения непростые. Это твой термин непростые отношения или это... Ну да, я бы также искал непростые отношения. Ну как по вниманию распределение? Да не знаю. Ну да, если много детей в семье, наверное, ну всем не угодишь прям так. Вот. Ну, у меня такое было, да, помню, там особенно, когда совсем э, маленький был, там класс, может, третий, четвертый, пятый. Вот, тогда, я помню, папа работал много, вот. Ну, и с его стороны внимания, ну, не хватало. Вот. Так. А мама была с тобой, с вами? Мама, ну да, она больше с нами на тот момент как будто время проводила. Так а что ты Вот. называешь непростыми отношениями? Ну, сейчас было? просто, что мы ну, не часто общаемся. То есть Просто она вот не как с вами так живет? сложилось. Нет, я еще лет в 11 родители развелись, вот, и я к отцу переехал. А девочки с мамой? С мамой остались. А сейчас все с папой. У нас просто впервые в фонде такая история, что приехал папа с ребенком. То есть обычно у нас мамы одинокие. Как вы это пережили? Как это произошло? То есть ребенок, малыш еще, 14-летний, который вдруг падает и что-то происходит с плечом, и потом вам врачи говорят, что это рак. Или как вначале было? Ну, все очень внезапно так стремительно развивалось. Ну, то есть сначала-то, конечно, мы просто вот перелом, просто едем в больницу, и как бы до этого были, там, за год до этого тоже была травма там, позвоночника. Вот, и тут как бы травма позвоночника выглядела более серьезно. Ну, в смысле, на тот момент, там, вот корсет, все дела. Тут как бы, перелом руки, он казался, как бы это просто, вот, просто перелом, да. Ну, то есть, да, большой гипс, но я помню даже вот там какие-то фотографии, что мы так, там, с юмором, типа, перелом и перелом. Вот. А потом уже, когда, да, гипс снимали, и было плечо вот это сильно увеличенное в размерах, как бы я увидел, что сделали снимок очередной, и врачи забегали. То есть я увидел, что что-то происходит, как бы то, чего не должно происходить. То есть как бы сначала просто была какая-то тревога. А Вот. тогда тоже вы были без мамы? Мамы не Да, было? да, в смысле, что, да, Руслан, когда мы развелись, А, он Руслан остался? Да, то есть, надо посмотреть, там, где-то с 12 лет, условно, вот он со мной живет, да, то есть, с мамой поддерживали контакт, как бы, да, то есть мы приехали в больницу, вот, как бы я всем этим занимался, и сначала была просто неопределенность, то есть я видел вот эту встревоженность, озабоченность врачей, и у нас были, так скажем, пока ничего не говорили, то есть связаться было вообще не с кем, не позвонить, ничего не прояснить, какие-то вот эти вот узкие рамки, типа вот приходишь, вот в этот час что-то можно узнать, так врач может спуститься условно. И первые какие-то сигналы были вот, скажем так, через какие-то связи отдельные, что там что-то может быть уже вот, не так. То есть про онкологию были какие-то сигналы, но я, как бы не поверил, думаю, да в смысле, какой вообще, какая онкология. Вот, а потом уже, когда, да, начали подтверждаться, то есть вот эти все биопсии, пришли результаты, это вообще какой-то был, состояние шока, то есть вообще полная растерянность. Я помню вот эту первую ночь, то есть условно вот эта травма, падение, перелом был в начале октября, а 1 ноября 2022 года я помню вот эту ночь. То есть Руслан, по-моему, был в больнице, то есть там все, родители как бы не пускают, только вот, по-моему, один раз у нас получилось так вот навестить, какие-то передачки мы просто передавали. Я помню эту ночь, когда состояние похоже на какую-то паническую атаку, то есть ужас, полная растерянность, то есть как бы просто перехватывало дыхание от этого вот шока, ужаса, просто вот, неопределенности, что это вообще, то есть какое-то такая, какое-то одиночество. Я помню, что я с кем-то разговаривал, люди были все вокруг очень растеряны. Да. То есть это было вообще, да, как бы и... А какие мысли появляются, например, там,
пойти на следующий день в церковь молиться или что делать? То есть куда бежать? Или просто как будто оцепенение? Ну, больше, да, больше сначала шок, оцепенение, ну, то есть, потому что, ну, дефицит информации, ну, то есть что-то говорят, и это все какое-то непроверенное, там, ну, то есть не хватало вообще, ну, то есть что-то происходит, но невозможно, ну, то есть что, где это гуглить, врачи говорят очень расплывчато, ну, и больше все это звучало, ну, типа, все очень плохо, вот так вот такой посыл, то есть меня больше еще пугали, потому что, ну, ужас ужасный, как бы, и я хотел как-то вообще там, ну, ну, то есть задача была как-то вообще не разрушиться и найти какие-то силы, ну, потому что да. нужно было проактивно, быстро что-то делать в режиме полной неопределенности. Вот эта больница, которая там вот, как Руслан сказал, эконом-класса. Ну, я так подбираю слова, чтобы в общем, помягче говорить, потому что, ну, я скептически относился там к разным медицинским учреждениям, и это было скорее подтверждение вот этого скепсиса. Это потом я увидел, что учреждения и врачи бывают очень разные. Бывают очень внимательные специалисты, грамотные, бывают, ну, как бы по-другому, в общем. И там нас пугали, то есть первая повестка была, это ампутация. Ну, то есть все, мы руку отнимем просто. Ну, то есть и как бы вот, ну, это было так как бы директивно звучало, ну, из разряда, что вот, ну, вы просто, мы вас ставим перед фактом, вы сделать ничего не можете, вы ничего не решаете, ребенок вот как бы у нас, и, ну, как бы, и я помню, что вот в этой больнице даже пугали полицией меня. Ну, типа, что сейчас, если вы будете что-то препятствовать, мы, короче, на вас еще органы натравим. Ну, то есть я просто помню, что, ну, уровень моего как бы недоумения не было предела. То есть это была какая-то вообще, ну вот, ну типа катастрофа, и нужно ну, просто очень быстро что-то решать. Ну, мы подняли на уши просто всех ну, вот в этом городе, и в итоге вышли на контакт через людей на замминистра здравоохранения. Ну, то есть люди очень быстро включились, уже такого более высокого уровня. И как бы, ну, там эта женщина сказала, что ну, я беру Руслана под свою опеку. Лично мне будут отчитываться, что происходит, потому что это, говорит, ненормальная история. И у нас получилось выбить квоту на лечение в Мишалкино. Это уже вот другая клиника, более, ну, как бы... Тоже в Новосибирске? В Новосибирске, да, она, ну, то есть, как бы там много медучреждений, кто этим занимается, но Мишалкина, она как бы, ну, тогда казалась гораздо выше уровнем, ну, она и внешне выглядит как бы, то есть вот, и очень быстро, ну, в считанные дни фактически все организовали, без каких-то сборов документов, вообще просто мы вот, все, там через несколько дней едем туда, вот, и там уже как бы... А Руслану сказали уже, какой диагноз, или он пока не понимал, что происходит? То есть ему говорили, что возможно ампутация или возможно... Нет, про ампутацию не говорили, потому что, ну, как бы это вообще звучало дико. Да, ну, то есть да, и вот что и- говорить, когда это, ну, какой-то, ну, Ну, звучало просто если как... там врачи такие, я подумала, может, они подходили и... Ну, зачем, если меня пугают, как бы зачем мне это, условно, там, передавать ребенку, при том, что это, ну, как бы какой-то уровень бреда просто. Ну, то вдруг есть, они говорили. ну, как бы нет, слава богу, как-то у них там хватало какой-то еще там человечности. Вот. Ну и когда попали в Мишалкино, там, то есть вот в этой первой больнице для них это просто, ну вот, ну то есть случай 1 на миллион, они, естественно, это не лечат, и как бы они дополнительно сами все очень напуганы, потому что если у них с ребенком что-то случается, это как бы на их репутацию, ну в общем, это им прилетит, поэтому они как бы вот так действовали. А в Мишалкино уже, ну как-то, ну, то есть в тот момент там уже существовало отделение детской онкологии, которое, ну, там сколько-то работало, да, то есть уже как бы, ну, привет, проходите, то есть они как бы, у них не было вот таких вот глаз сумасшедших, и они как бы, ну, сейчас займемся, все так, все, вот сейчас сдаем, обследуем, подтверждаем, короче, ну, вот будем химичить, вот, то есть истории про ампутацию звучали,
но уже не так истерично, и они говорили, ну, вообще-то у нас сейчас не 19 век, и мы стараемся сохранять конечности, вот, и как бы, ну, дальше уже история была там вот, Москва была? ну, Москва была не сразу, да, то есть сначала начались вот курсы химиотерапии. То есть проблема была какая? Сразу она возникла практически, что вот в этой больнице в первой, когда делали биопсию, ну, биопсия это взятие частички материала из кости, так как вот это было, ну, еще было не подтверждено, ну, было подозрение на рак кости, то есть там, ну, писали диагноз и ставили вопросик. Вот сначала думали, по-моему, писали, что саркома Юинга. Ну, мне вообще все эти слова были совершенно незнакомы, просто какой-то набор букв. Я даже как бы, ну, про рак я слышал, что он есть, но чтобы вот у меня вообще никого в окружении там, ну, не было. Вот. И взяли биопсию в этой первой больнице. Короче, для ее взятия сделали разрез, он был, по-моему, 12 сантиметров. Чтобы вы понимали, да, биопсию, которую берут сейчас, ну, например, там в Москве, это либо прокол точечный, который, ну, пластырем, то есть там не то, что зашивать ничего не нужно, пластырем заклеили, либо разрез 2 сантиметра. Вот. И этим самым разрезом потревожили опухоль, и она начала как бы активнее себя проявлять. То есть плечо сильно увеличилось в размерах, и через какое-то время, ну, как бы, сейчас такой хоррор-контент. Ну, то есть это выглядело просто вообще, ну, ужасно. То есть, конечно, заклеивали все пластырями. Ну, то есть на те вот периоды, когда там нас выпускали из больницы домой, ну, короче, я... То есть есть ощущение, что если бы сделали другой выбор, или другие врачи, или в другой больнице бы этим занимались, то могли бы решить иначе вопрос, да? Да, это было... Не хочется прям так как бы, ну, какой-то прям негативный фон, да, там, но да, это были отчасти врачебные ошибки по... Ну, по Такое бывает еще неграмотности. тяжелее принять, когда могло бы быть лучше, и вдруг... Ну, вариантов как бы вот, ну, так как мы двигались вот в режиме неопределенности, как вот с фонариком вообще в потемках, да, там не было возможности как-то узнать, что там, да, не было людей, которые бы подсказали. То есть буквально каждый следующий шаг – это, ну, неизвестность, неопределенность. Вот, и… Что дальше, вот, чтобы нам историю увидеть до Да, ну этого вот, момента? Потому что сейчас парень выглядит красивый, розовощекий, глазки горят, философствует, всех радует здесь. ну, дальше было, в общем… Шикарная шевелюра. Дальше было примерно по Данте Алигьери, ну вот 9 кругов ада. Каждый следующий, как бы вот, все ближе к 9-му кругу, что называется. Ну, это сложно описать, вот весь объем. А потому что сколько было операций? больше 10. И вы всегда были рядом. А как? На всех операциях, да, практически. Ну, там мелкие вот какие-то вот. То есть мы сначала вместе нас госпитализировали с Русланом вот в эту Мешалкино. Я помню первые вот эти вот, ну, то есть все, химиотерапия, то есть это прием сильнодействующих ядов, ну, как бы, то есть они в целом, ну, яд, он убивает человека, вот, но яд подобран таким образом, что вот эти быстро делящиеся клетки, опухоли, на них это в первую очередь действует. Ну, то есть, как бы, ну, соответственно, нужно загасить опухоль раньше, чем она убьет, ну, этот яд убьет человека, условно. Но за это время был момент, когда казалось, что все получится, что все вот уже все закончится, или шло, потому что, вот как вы сказали, 9 кругов ада, да, то что становилось все хуже и хуже, или были моменты, когда вы радовались тому, что да, мы дошли до момента, что выздороветь, что все. Ну, мелкие моменты были, что мы попали в Мешалкино, или что вот, ну, там, когда начали даже хотя бы готовить к операции, вот, или когда мы, ну, я помню, что первый, ну, такой как бы промежуточный выдох был, когда мы уже попали в Рогачево, в Москву, нам получилось туда пробиться на первую вот эту, ну, самую сложную операцию, где как раз вот правое плечо там больше всего пострадало.
Ну, то есть нам сказали, ну, вы в ремиссии. Ну, то есть это называется хирургическая ремиссия, когда опухоль полностью удалена, и других клеток опухолевых там ну, не наблюдается. То есть все, делают контрольное обследование, организм чистый, вы свободны. Все, как бы мы такие, ну, вот этот, сколько там, больше, чем полгода вот этих вот интенсивных мучений, там, ожиданий, когда, чего там. И после этого опять? Что, После этого, ну вот все, мы как будто начали, ну, как тогда казалось, жить, ну, точнее, пытаться жить обычной жизнью. То есть, когда вот человек достигает ремиссии, там, ну, контрольное обследование там каждые, например, там 3 месяца условно. То есть мы приезжаем на очередное обследование и говорят, что ну вот там есть новые очаги условно. Сейчас есть. Сейчас тоже есть. Как я даже не могу представить, как с этим жить. То есть вы это обсуждаете, вы делаете так, чтобы вообще этих тем не касаться, вы просто отвлекаетесь. То есть понятно, что поездка на Кипр это вообще что-то новое, да, каждый день вас с утра до вечера возят по экскурсиям и так много эмоций, но вот в обычной жизни невозможно же проснуться и не думать об этом, и не говорить об этом. Как вы справляетесь с этим? Эти вот вопросы, типа, как ты справляешься, мне часто задавали. Я говорю, а с чего вы взяли, что я справляюсь? Ну, как бы, ну, местами у меня такое ощущение, что я вообще не справляюсь. Поэтому, ну, просто продолжай. Ну, Просто это же нужно жить. дальше двигаться, ты просто продолжаешь жить дальше. Ну, в смысле, что даже если вот, ну, окей, ад, ну ладно. Что у нас сегодня в программе? Ну, Вы все. просто живете каждый день тем, Выбора что нету есть. просто. Ну, его реально нет. А стало ли больше внимания друг к другу и любви? Ну, моменты были разные, ну, то есть однозначно эта история там нас сблизила. Ну, то есть тут невозможно, как бы, эти темы невозможно, ну, как бы избегать, потому что если их буду избегать я, ну, там, ну, Руслан бы остался просто вот, ну, в изоляции, в одиночестве, там, да. Ну, вот эту изоляцию, ну, мы периодически чувствовали там со стороны других людей. Ну, то есть история вот здесь на Кипре это что-то, какая-то больше такая противоположность, потому что люди не любят этих тем. Да, боятся, Они чтобы не хотят, да, они даже не не спрашивают. привлекать. Не спрашивают. То есть у меня знакомые там, ну, как бы, просто, ну, как будто этого нет. Ну, вот часть там, не хочу там, ну, там, про конкретных людей говорить, ну да, то есть я сначала не мог понять, как это так вообще, ну, почему люди это как бы, поэтому это сложно, ну, как А бы. может, появились какие-то новые люди, у которых такие же сложности, например, там какая-то другая семья, и у них тоже ребенок болен, и вы сблизились. Из тех, кто, ну, прям вот не просто откликается, а прям вот, не знаю, какое слово подобрать, ну, не просто неравнодушно, а прям вот, ну, прям присутствует, ну, то, что там, ну, да, друг у меня в Москве, но он, ну, в своей семье, короче, они прошли через такой опыт, поэтому, ну, они непосредственно знают, что это такое вообще, вот, когда кто-то из близких болеет, поэтому, ну, там, вся их семья, конечно, так прям вот, то есть приезжайте, вы можете у нас остановиться, то есть мы вот приезжаем в Москву, там перед больницей можем погостить, после какие-то прогулки, там Руслана балуют. Вот, У нас, кстати, у фонда «Радуга на Кипре» есть красивая история про девочку Лизу, и там есть мама Мария с 3 детьми, и у Лизы как раз вот эта саркома Юинга. Я подумала, как было бы здорово, чтобы такие люди объединялись, просто, например, встречались, ходили на ужины, на концерты, созванивались, потому что вы друг друга можете больше понять и поддержать. А мне даже сложно подбирать вопросы. Вот у меня написано, как вы, что, как справляетесь, но это настолько тяжело представить себя в такой ситуации, что даже не понимаешь, что люди делают. У вас, может быть, есть какие-то ритуалы, которые появились? Там, вы друг с другом начали петь, или вы придумали что-то, чего не было до того, как случилось вот это? Но... Может, вы начали по воскресеньям ходить в церковь, или читать какие-то книги, или слушать рок, фильмы смотреть? Не, ну, как бы первое, что приходит в голову, ну, что, ну, в традиции, мне кажется, появилось, в смысле, ну, в традиции
вот совместного времяпрепровождения больше том-ямов. Я точно стал О, есть том больше ям, мой любимый том-ям. суп. Я как бы ел том-ямы, но не так часто. Вот. Ну, храмов тоже стало очень больше. Благодаря Кипру или там вы тоже И посещаете? благодаря Кипру тоже. Ну, у Руслана есть он крестный в Москве. Вот он там активно эту тему продвигает. Вот. А, Ну что еще? Ну, в чат вошел черный юмор. О, это класс. И Это юмор, помогает. юмор реально, ну, то есть, когда какой-то, ну вот, как сказать, когда в жизни какой-то происходит какой-то трэш, невозможно же, ну вот, я про несколько раз так думал, ну невозможно находиться в зоне сильных, интенсивных, таких тяжелых переживаний постоянно, просто невозможно. Ты, ну, как бы ты просто начинаешь, ну, уже над этим шутить, там, прикалываться. Там, Ну то вот есть- этим вы очень сильно отличаетесь от многих, кого нам довелось видеть. То есть прям, вот мы пошли в ресторан, тут пошутили, там пошутили, смех, улыбки. Это... Спасибо вам за это, потому что многие люди даже боятся общаться с людьми, у которых есть такие сложности в жизни, а с вами хочется разговаривать. Виталий, очень много вопросов нам задают про маму Руслана. Где женщина в вашей семье, что произошло? Это правда такой, ну, очень часто задаваемый вопрос. Ну, я его себе тоже задавал, ну, где мама. Ну, я думаю, что в целом, ну, как бы, тяжело как-то воспринимать, когда там, ну, ребенок болеет. Вот, и, ну, все люди по-разному как-то на это реагируют. Некоторые, вот, ну, как мне кажется, да, могут подниматься какие-то сложные переживания, и с ними, может быть, сложно соприкасаться. Вот. Ну, у нее в целом, как бы за последние годы, после развода, развелись мы, наверное, навскидку, там около 5 лет назад, была целая череда каких-то потерь, ну, там, родственников, там, и по мужской линии. Вот. И я думаю, что это, ну, как бы, в целом такое, ну, как бы сложное очень переживание кого-то терять. И тут это тоже, ну, что это заболевание тоже наложило свой отпечаток. Ну, что как бы, Ну, то есть развелись вы до того, как все это началось? ну да, да. Ну А да, то есть около причина была какая? Причина, ну, если ну, как бы прям в подробности не углубляться, ну, это какой-то такой семейный кризис, который просто мы не прошли. Вместе. Ну, А Руслан хотел бы, чтобы не вы договорились. остались или он спокойно, ну как спокойно, то есть было ли такое, что дети просили вас сохранить брак? В явном виде нет, ну, я не знаю, я про это много раз спрашивал, получал как бы ответ, да, нормально. Ну, что там нормально или нет, это вот, ну, он сам потом скажет, насколько нормально. Как бы, ну, я, конечно, не верю, что дети могут прям спокойно воспринимать разрыв. Ну, может, у него правда так, не знаю. Еще, кстати, удивительно, когда дети выбирают остаться с папой, то есть обычно мама ближе, особенно если дети маленькие. Как вы думаете, почему Руслан с вами ушел жить? Но на тот момент, то есть Руслану было там, по-моему, около 12 лет, вот, и что, 11. ну, 11-12 лет, да, ну, это такой подростковый период, я не знаю, но мне кажется, что, ну, там, мальчикам, ну, в таком возрасте уже может хотеться больше общения с отцом, вот. Ну, то есть Понимаю. я, Моему сыну ну, сейчас 12, он хочет переехать к отцу. ну, то есть в этом что-то есть, и, может быть, был какой-то А вы далеко друг от друга жили? То есть мог ли Руслан видеть маму каждый день? Ты Ну, так это часто, все, когда все тот ходишь? же город. Ну, понятно, что мы там на тот момент жили за городом, но все равно это расстояние, как бы, ну, это даже не по Москве передвигаться. То есть там, условно, на машине, да, там это час. Ну, там. Ну, как А бы. условия жизни одинаковые были у мамы с дочками и у вас с Русланом? Ну, то есть примерно... Ну, там в целом вообще, как бы, вот перед разводом была, конечно, там, ну, напряженная финансовая ситуация, потому что там вот этот ковидные времена, как бы неустойчивость в целом на рынке. Вот, я менял после ковида, мне пришлось сменить там, специальность. Ну, то есть это как бы все такое, как бы тоже, ну, кризисные моменты, конечно. Вот.
А какая у вас специальность была и какая стала? Кем вы работаете? Ну, вообще по жизни чем я только не занимался. Ну, вот, как бы я так себя часто называю строителем, ну, что это навсегда со мной останется. Вот, монтажное строительство, там я люблю работать с деревом. Нам здесь на Кипре нужно построить лагерь. Переезжайте. Это вообще не вопрос. Вот. Ну, то есть, да, стройка такая, как бы, ну, то есть что-то созидать, строить, там вот, это, ну, такой интересный процесс. Вот. Потом я занимался, там, ну, больше 3 лет оценкой и продажей действующего бизнеса. Ну, то есть такая прям интересная сфера, где нужно было вникать там вообще в суть, как Ну, работают. это сложно. Ну, это в первую очередь интересно. То есть я когда пришел, думаю, да, странная какая-то фигня, думаю, ну посмотрим, посмотрим. Меня прям засосало это. Ну, то есть это вот постоянные встречи, такое динамичное общение с людьми. Вот. Ну, как бы до сих пор ну, как бы поддерживаю это общение с коллегами, с кем работал. Вот. И ну, параллельно я еще, ну, наверное, лет 8 назад как бы, ну, увлекся психологией, психотерапией, то есть сам ходил как клиент. И когда я уже спустя какое-то там время, там, год, два, три, начал видеть, ну, какие личностные изменения у меня происходят, я был просто поражен. Ну, из разряда того, что я большую часть жизни мучился с какими-то вопросами, просто я думал, все это что вообще происходит, как этим управлять. Ну, тут я... Ну, а, кстати, это могло же тоже помочь, да, справляться с этой историей, когда появилась болезнь, а у вас уже другое Ну, отношение. Однозначно, то есть... А вы продолжали потом ходить к психотерапевту или кому-то? Ну, я так скажу, если бы не люди, я бы сошел с ума. И это, наверное, даже не шутка. Ну, без людей справиться в такой истории это что-то, ну, невообразимое. Потому что, ну, как бы, там, ну, личная терапия, там, помощь фондов, психологи у Руслана, он занимается еженедельно, терапевтические группы, поддерживающие. Там есть группы, ну, прям такая так называется, там, терапевтическая группа поддержки родственников онкопациентов. Ну, то есть прям потому что эта тема, она Да. такая немножко табуированная, и как бы это возможность, ну, вот, говорить с людьми с разных, то есть у кого там на группе там мама болеет, у кого там наоборот там ребенок, муж, ну, то есть это вот, ну, ну, правда, такая непростая тема, это, знаете, как вот, ну, не знаю, в каких-то местах, вот, например, в Москву приезжаешь, есть, вот, ходят автобусы, специальное место выделено, ну, такой пандус, он немножко наклоняется, чтобы можно было заехать с инвалидной коляской. Ну, то есть это прям, ну, вот, это не, ну, людей не изолируют. А в других городах, ну, вот, немножечко не так. Как будто так жизнь организована, как будто люди не болеют, инвалидов нету, и это как бы вот, ну, очень странно выглядит. И вот как бы в этой сложной теме, ну, я точно себя так ощущал, как бы, что, блин, а вообще об этом как говорить? Ну, что я буду грузить просто людей вот этими своими сложностями, то есть это прям, ну, непросто было. Вот. Ну, и к вопросу о людях, я слышала, что вы сказали, на Кипре вас окружили таким теплом, любовью, заботой, вниманием, и что именно люди больше всего подарили ощущение, что вы важны, нужны, ценны, и вы можете наслаждаться жизнью. Как вам на Кипре? Да, на Кипре, ну вот как Еще Руслан- так много женщин, да, которые смогли именно женским вниманием и заботой вас окружить. Да, на Кипре, то есть перед тем, как мы сюда приехали, ну, мы как бы с трудом вообще верили, что такое может вообще случиться, потому что, ну, долгий, длительный период какого-то трешака. И мы пока вот с самолета не сошли, как бы, ну, мы долетели. Вообще что-то нереальное. Я даже на пересадке в Ереване такие, блин, ну это еще долететь надо. Типа вот я ехал, ну как бы вот пока я на землю Кипра не ступлю, я... Такой был вопрос, да. И буквально, ну вот, нас встретили, и вот все с этого момента я такой, что происходит? Ну это настолько, как сказать, очень необычное ощущение, и вот я такую метафору подобрал, да, что мы как будто находились под таким прожектором любви просто, вообще просто, вот, ну как бы изобилие, внимание, ну вот, и сначала это казалось, вот, когда находишься в постоянном каком-то дефиците, типа, ну как такой голодный, короче, Да. Тут спустя какое-то время, ну,
мы с Русланом тоже это обсуждали, как будто мы начали немножечко расслабляться, так, короче. А можно и так Типа, жить, да? еду не заберут, да, ну, то есть такое вот, да, что, типа, солнце, оно, ну, типа, не кончится. Мы с Новосибирска, там сейчас минус 20. Да не так все плохо в Новосибирске, что там? Не, ну Там я про зимой, погоду. летом жарко. Летом понятно, но все равно 9 месяцев холода, они тоже накладывают свой отпечаток. И как бы в декабре, ну, вот, ноябрь-декабрь, там, плавать в море, мы такие, типа, так, И любовь ущипните меня, На да. Кипре не закончится. Любовь наших кипрских женщин. И особенно в фонде «Радуга» на Кипре. Да, это было вообще какое-то, ну, было и есть. Было и есть. Это какое-то потрясающее вообще влияние такое, ну вот, огромное количество внимания, заботы, любви какого-то вот, ну, и это как-то, ну, вот так еще все спокойно, то есть это не, ну, не какое-то, ну, как бы, типа закормить, да, вот, и, ну, мне кажется, это очень положительное, позитивное влияние, ну, то есть на меня, на Руслана, тоже такое. Мы верим, что любовью можно исцелять. Поэтому мы так щедро делимся этим. Да, ну как И вот, желаем вам поскорее принять это как естественное что-то. Мы делимся с удовольствием. У нас любви много. я такое, как бы, как этот смущение какое-то, что ли, такое, ну что, ну это, блин, принимать любовь, это не просто, может быть. Ну, в смысле, сначала может даже как-то непривычно казаться. Ну, еще в вашем мужском мире таком, да? Живет папа, сын, и Да. такие зажались, и как-то потихонечку. А тут хоп, столько любви. Мы обсуждали, и, ну, как говорят, да, что там, ну, задача там, ну, женщины или матери, это, ну, как бы вдохновить, ну, вдохновить ребенка на жизнь вообще на этой планете. И, конечно, такие вот, ну, сложные там истории заболевания, они, ну, как бы выбивают почву из-под ног, да, там лишают вообще каких-то надежд, какую-то, ну, вот там в депрессию можно попасть. И это как раз то, что вот, ну, таким вот этот прожектор такого добра, любви, он, конечно, ну, просто разворачивает, потому что, ну, вот, как бы отчаяние, это вот, ну, периодически прям поднималось. И тут я так, конечно, это нужно все как это переварить, там, разложить по полочкам, но уже какая-то такая, ну, прям огромная благодарность. Просто сердце откройте, а оно само все там по полочкам разложится. Вам нужно женщину какую-то в дом. Кошку хотя бы заведите. У нас есть кот. Есть? Да, надо кошку. У вас слишком много мужского. Нужна женская энергия. Добавьте какой-то красоты. Приглашайте разных женщин. Там. Одна пусть шторы поменяет, другая что-то приготовит. Нужно, чтобы прям приходила какая-то женская энергия. Какая-то массаж делать. Что ты хохочешь? Ты не представляешь, какой приятный массаж может делать женщина хорошая. Ладно. Согласен? Тогда будет больше желаний, потому что женщина вдохновляет на то, чтобы мужчина что-то захотел, тогда ему важно дожить до этого момента, исполнить, а потом женщина будет вдохновлять дальше. Ну вот ты просыпаешься, и папа говорит, мы летим на Кипр. Ну, почти так, он сказал, что типа есть возможность туда-сюда. Там у нас еще, ну, не все понятно было, летим мы там, не летим. Ну, Вот. мы все ждали в чате, слушали сообщения папы. Да. Ну, для тебя это было как будто бы невероятное что-то, и это чудо, или, ну, окей, слетаю, посмотрю, а потом здесь. Ну, я в жизни теперь как-то так все воспринимаю, я особо каких-то планов на будущее, надежд не строю, то есть, ну, что-то случится, ну, и хорошо, если случится, если не случится, ну, как бы, ну, и ладно, я особо не надеюсь на что-то, вот, поэтому можно, наверное, сказать, что поездка на Кипр, ну, с мной, ну, от папы тоже такое слышал, что, типа, с долей сомнения воспринималось, вот. Ну, то есть у тебя не было до этого каких-то желаний где-то побывать, успеть, там, может быть, ты что-то даже записывал в дневнике или загадывал Деду Морозу. Ты веришь в Деда Мороза? Я думаю, конечно, да, Happy New Year. То есть была ли такая мечта где-то оказаться с папой на море, получить так много эмоций, или это Ну, с пришло в папой жизнь? нет, но хотелось бы, я же раньше никогда за границей не бывал, это вот я первый раз. Было бы, конечно, здорово всей семьей, да, и с девчонками. Как они, кстати, отреагировали? Ты чувствуешь, что им неприятно, что ты один здесь развлекаешься, а они там? Или это все у вас все честно? У них подарки какие-нибудь будут?
Как они вообще с тобой сейчас общаются? Со мной. Но у нас нету Поддерживают. прям какой-то переписки так. Так мы нормально общаемся, типа, ну, что Ну, я они залетаю же в комнату, знают к о ним кофе диагнозе наставлю. тоже, да? Они понимают, что что-то не так. И что-то изменилось, то есть они больше стараются тебе подарить любви, заботы, ухаживать за тобой, или нормально, как раньше было, так и- Мне кажется, все-таки, ну, какое-то мое такое ощущение, что они мне меньше слов против просто что-то говорят. Ну, я-то, в принципе, не против с ними вообще, ну, обсудить какие-то, может, вопросы, которые у них возникают. Вот, но Как ты думаешь, они понимают, что они могут, извини, что спрошу, потерять брата, и они ценят каждую минуту, проведенную с тобой, или пока еще у них нет такого? возможно, чтобы они- понимают, не знаю. Но они, я точно знаю, ну, стесняются скорее об этом говорить вот как-то. Вот, не знаю, что они там думают. Вот. Подождите, но шанс же есть большой, правильно? Да. Да. Папа, да? После Кипра, что все будет Конечно. прям очень хорошо. А, хорошо. Да. Ну, во-первых, у нас уже в фонде есть чудеса. И глядя на вашу программу, на все видео, на все сторис, которые мы сейчас наблюдаем, что вы в скольких церквях, храмах, монастырях вы были? Мне кажется, все, что есть на Кипре, вы все обошли. Много. А сколько эмоций с этими всякими яхтами, море, что у вас, лошади вас лечили, куда-то Ой. самолет, На да, ты самолете, летал да, на летели, самолете. летели. Просто это настолько мощные и сильные эмоции, Летели. которые, наверное, сейчас все меняют внутри тебя. Ну да, Тебе да. нравится вообще здесь, с нами? Здесь с нами? Прямо сейчас? Нет, я имею в виду вообще, тебе нравится жить на земле? Потому что есть люди, даже которые еще маленькие, я вот общалась с одним таким, и он такой говорит, мне здесь скучно, я бы уже это, я что-то придумываю себе. То есть есть люди, которым кажется, что здесь что-то не так, и они бы, наверное, могли бы иметь следующую жизнь или другую, или им вообще не важно. То есть если у тебя ощущение, что ты хочешь здесь еще много чего увидеть, услышать, почувствовать, жениться можешь, выбрать себе афроамериканку. Как он? Нет? Ты же сказал, что ты любишь черный юмор. Так. Подожди, главное, чтобы у тебя внутри было это желание. Тебе прикольно же здесь? Да, на Кипре вообще невероятно. А в Тут- жизни в этой? а в жизни, ну, Просто ты говоришь, я вот так под сомнением, будет что-то, не будет. А если собрать большое количество того, что ты бы прям вот хотел, чтобы было, то эти картинки из будущего будут тебя туда тащить и хранить тебя. Потому что если тебе пофиг, то Ну да. ангелы думают, ну что, ему пофиг. А так ты такой, а прилететь, может быть, еще раз на Кипр и сделать вот это, а может быть, все-таки давай. ну, Кипр меня будет подталкивать, да, так сказать. То есть ты хочешь вернуться на Кипр? Конечно. А, Я уже все, мне пришлось Давай тогда пообещать. для интервью еще перечислим все то, что ты впервые пробовал на Кипре. Давайте вспомним. Так. Так. Море первый раз. Море, ну, кстати, да, полноценно на море был, это я первый раз. Так. Я прилетел, и я первый раз увидел, что ну так много различных растений, фруктов. Я, допустим, авокадо срывал первый раз. Ну, это все не будем перечислять, наверное. Да, да. Что, В общем, опять? еда на деревьях растет. Ну да, да. Кошек да. кормил? Кошек. Ну, кстати, я первый раз, да, вижу, что кошки там по взлетной полосе ходят, в ресторане ходят. Тут кошки, ну, повсюду вообще. Только сейчас в этом помещении кошки нету. А так, ну, они, ну, буквально повсюду. Вот, Нет, ну, сейчас так. тоже есть кошки просто, невидимые. Ты знаешь, есть вас ангельские что-то- кошки, которые... Вам видится, да? Так, подожди, первый раз ты летал на самолете. Кстати, даже я на таком не Да. летала. А я очень много чего уже Заменять, сделала да, в решили жизни. мне помочь, да? Да. Так, дальше что у нас Так, на было? самолете летал, да, Балет. на яхте. На балет я не ходил. Ну, здесь ходил первый Здесь- раз, да, здесь ходил. На яхте. Футбол я посетил тут тоже первый Да. раз. Те, Вот. за кого ты болел, выиграли? Нет? Я А ты ни за кого не болел? искренне болел за них, вот, но они в ничью еле как вышли 2-2. Но все равно было прикольно, да? Посмотреть. Ну, в принципе, да, вот эти вот чуваки, которые на болельщиках, которые в барабаны бьют, дикие ребята вообще, конкретно. Так, а дикие футбол вы люди. смотрите дома, когда... Нет? Нет, я вообще ненавижу футбол. Ой, то есть клуб «Пафос», но после того, как я сходил на футбол, клуб «Пафос», уважение, да, я полюбил футбол всей душой искренне. Подожди, я Говорю. подруга другого клуба. А, Арис Лимассол. Да. Ну, это все не важно. просто меня пригласили.
Так, ну, они друзья, самое главное, что владельцы этих клубов близкие друзья. Они А. просто играют как в игрушки. Вот. футбол. Так, подожди, что-то еще было первый раз? Первый раз ты общался с художником, да, ходил на какую-то выставку? Да, я вообще тут на Кипре, если так говорить, я очень много, ну, таких разносторонних, вообще, ну, интересных людей видел. Вот вас, Писать. допустим. Кстати, книжки я вам в Москве передам. Так легче. А то там 7 килограммов книг. Я очень плодовитая. Так что лучше, чтобы отсюда не везти. Что еще было первый раз? Что-то пробовал? Осьминога, да, мы говорили первый Да, раз? да. Был на шоу фокусника. Что я тебе помогаю? Давай. Мозг должен качать энергию, Ой. работать. Папа, помогай. Что было? Я на гидроцикле первый раз тут покатался. Ну, вообще, Да. я считаю, новую жизнь первый раз, что там. Каждый день я что-то первый раз тут А пробую. есть ощущение, что Кипр тебе дал как будто бы такое ощущение, что хочется жить, что так много вкусного, разноцветного, красивого, яркого? Потому что вы живете Ну, в Новосибирске, я там не бывала, но там, наверное, примерно одни и те же цвета каждый день, да? Вышли, холодно, очень Не, ну у нас холодно есть внешне. что-то подобное, типа водохранилище есть, там песок, типа что-то похожее на море. Ну, но все равно тут, ну, отличается все же, как это Просто ощущение всего. когда вы попробовали что-то новое и ощутили, что жизнь может быть настолько красочной и вкусной, вы можете потом вернуться домой, и где вы там живете? Дом, квартира, храм. Вы можете туда принести больше красок, Ну да, больше да. каких-то... Я понял, что да, насколько я на самом деле Музыка у многое вас есть в не доме? видел. Музыка? Да. В плане Включать инструмента или музыку. в плане... Да, любую, чтобы просто в доме было больше радости, больше жизни. Может быть, у вас так и есть, просто интересно. Какие самые яркие цвета в вашем доме? Вот если зайти в комнату, в твою, какие цвета у тебя там? В общем, дам сразу рекомендацию от нашего фонда «Радуга». И если в комнате есть все цвета радуги, все 7 цветов, и ярко присутствующие, то есть, например, фиолетовая подушка, зеленая кружка, там, красные трусы, что там еще можно, вот у тебя красная рубашка, все-все-все цвета, чтобы их прям было видно. Тогда каждый день, просыпаясь и живя и засыпая в этой комнате, ты будешь наполняться этими всеми красками. И тогда эта жизнь с помощью цвета и энергии будет лечить всю ту непонятную фигню, которая появляется в организме. И хоп. Смотри, какой ты яркий, кстати. Это твой выбор или тебя тут на Кипре приодели? У нас тут стилисты Я иногда. тут так и приехал. Что? То есть тебе нравятся яркие цвета Да, мне нравится ярко и одеваться. привлекать внимание? Ну, А что- видим. Нет, я привлекаю так внимание именно, как это, радиоволны в космос посылаю. Я так привлекаю внимание именно людей, похожих взглядов, как у себя. То есть люди, которые, ну, оценят этот стиль, они такие: о, Руслан, ты так стильно одет, вообще 1000 лет уважения тебе. Вот, я такой: да, чувак, вообще, ну. Ты, кстати, еще подумай о том, что ты нужен людям, потому что то, как ты видишь этот мир, как ты можешь доносить информацию, у тебя очень классная дикция, ты прикольно мыслишь. Помнишь, я тебе там задавала какие-то философские вопросы, а ты хоп такой разворачиваешь. Давай попробуй, записывай видео, которые мы можем смотреть, радоваться и рассылать по своим знакомым. Вот эта тема стендапа или что-то, что тебе нравится. Ведь это же круто, тем более, что у тебя есть такая история, такой опыт, и ты из этого опыта с помощью юмора и какой-то смекалки, остроумия можешь такую красоту людям подарить. Некоторые, у них ничего не болит, они все равно угрюмые ходят. А ты можешь встать и сказать: вы обалдели, что ли? У меня плеча нет, я это радуюсь. Ну, кстати, говоря про это, вернемся чуть в грустное. Давай. И чуть-чуть про то, кто я. Я вот человек с паллиативным статусом. Это же... Я просто это слово много раз коверкал, я Да, иногда щас бывает я ошибаюсь. сама- То есть паллиативный — это как будто бы типа без шансов? Или Ну, не, что? не Или совсем что? там. Что такое паллиативный? Это сложное понятие, так скажем. Ну, и А вообще слово везде. такое как будто красивое. Ну, это как будто это самое Витиеватое какое-то слово. витиеватое. Знаешь слово Вот. витиеватое? Это смешно. Давай ты будешь в витиеватом статусе. Я и так. Ну что, типа, в основном уже и лечение, которое там идет, будет идти, оно не идет на излечение человека, чтобы человек там был здоровый, а чтобы там улучшить качество жизни, там, количество прожитых дней, годов. Вот, Мне то есть кажется, на там уже- Кипр просто надо всех привозить. Качество будет отличное, это Да, качество будет чистить Приезжайте, организм, да. приезжайте. К чему я это?
что просто там, допустим, то, что вот у меня папа рассказал, что я там до этого рассказывал, типа про начало болезни. Я сначала в себе закрылся и думал, блин, вот, там тяжело. Но потом я узнал, что, ну, вообще людей с онкологией, ну, настолько много, что это, ну, настолько не единичный случай, что, ну, кого-то это может отяготить, как кого-то может еще там что-то. Но мне стало легче, что, типа, я не один такой. А И ты там- знаешь, что такой, как ты, среди вот этих всех, ты один. Поэтому, например, из них может толпа грустных сидеть, а ты высылаешь им, ну, не знаю, какой-то, может, чат создать среди всех. Да мы бы, и все остальные тоже бы слушали. И ты берешь им, поднимаешь настроение и говоришь, да, ребята, а вот можно и так на это смотреть. Просто размышляешь, берешь любую тему, например, а зачем солнце светит? И как этот подкаст какой-нибудь вести. Хотя Ну, лучше тебя снимать. Подкаст это просто голос, а у Да. тебя вид классный. Ты такой какой-то яркий, в общем. Давай, что там у тебя, Стараюсь баланс ходить. актерское мастерство, ты куда-то ходил, да, где-то участвовал? Немного, да. Это было до или после Это- начала вот этого всего? Ну, в детстве я ходил совсем малым, там, начальная школа. Потом уже до болезни, лет в 13, тоже в 14, посещал всякие там, ну, театралку посещал. Вот, и уже, так сказать, в ремиссиях своих, вот, я тоже там посещал одну, типа, студию театральную, вот. Но я там немного туда ходил совсем, вот, именно в ремиссиях. Я думаю, кого бы ты мог сыграть? У тебя такой яркий образ. Очки, конечно, на Гарри Поттера намекают, но Без очков я вообще красавчик. да, кстати. Ты можешь сыграть героя-любовника скоро. Еще пару лет. Ну, это очень хорошая роль. Представляешь? Девчонки падают, ты идешь. Такой просто туда стрельнул, сюда стрельнул. Через пару лет главное, чтобы я вот так вот, ну, не проезжал, там девчонки падают. Даже если захочешь проезжать, все равно ты можешь продолжать кайфовать от этого и дарить людям радость. Да. Вот в тебе это есть, ты можешь делиться. Просто не каждый человек умеет красиво говорить и качественно доносить свои мысли. Тебя хочется слушать. Видишь, мы сидим с Виталием и слушаем, вот тут еще Спасибо, 17 человек тебя слушают. Килограмм. А кто тебе уши проколол? Это ты сам? Какой-то из них он проколол. Да? Вообще, с ума сошли, как это? Я помню, мне Я попросил, он второй раз сделал. сделала это пьяная подруга, когда ты иголку на огне нагрела, у нас газовые плиты Ага. были, и подошла и проколола. Но это было жесть. А папа за что так? За что? Типа плечо болит, надо, чтобы это отвлечь от боли. Ну, я попросил, что он сделал. Подожди, у тебя тут одна дырка? А тут там две, я да? просто, я шел по улице, там, по торговому центру, вот с другом. И друг такой, блин, чувак, у тебя серьга в ухе, я тоже себе хочу, давай. Вот, и он себе проколол, и я себе сделал дырок. А у папы нет дыр? А, папа тоже у нас модный. Какая красота. Вы говорите, вот у вас что общее. Продолжайте колоть. А пупки у вас не проколоты? Я хотел в какой-то момент, да, но сейчас оно 300 лет заживать будет, у меня как-то пропало. Что, пупок? Нет, просто себе Можно нос сделать еще? 17 пирсингов в лице, у меня было именно конкретное место, куда я хотел. Куда? Да, ну, я точно хотел вот еще в ушах несколько хрящи себе, сделать себе, не помню, как это называется, вот сюда. Это, наверное, больно. Язык только не прокалывай. Ты уже целовался? Нет. Ну вот пока не прокалывай. Помню, Я сначала слишком- начни целоваться, а то потом. Я слишком умный для Ну подожди, давай других загадаем. людей. Умный. Ну, мы найдем тебе умную целовальщицу. Просто столько всего Для в этого он жизни мне нужен. еще нужно, да, он у тебя выключится в этот момент. Столько в жизни еще можно попробовать. Вот папа попробовал же, и радуется. Давай и ты тоже вставай на этот путь желаний, потому что когда мы общались, я заметил, что ты такой, ну будет, не будет, как это, что воля, что не воля, все одно. Либо это юмор, и тогда окей, а если ты действительно внутри как будто бы ничего такого особенного не хочешь, то это может чуть-чуть поддерживать твои вот эти вот штуки. Ну да, грустно, когда я понял, что Понял? действительно грустно, что когда ничего не хочешь прям так. Ну давай, загадай что-нибудь такое, что ты мог бы сделать, если ты уже там, например, старый дед. Что бы я мог делать, когда Да, старый ну дед? такое крутое что-то, например, вот если, ну точнее, когда мне будет 90, я тогда попробую прыгну с парашютом, например.
Вот это красивый С уход, парашюта понимаешь? как раз-таки. Ну, просто нужны, у меня даже в книгах это есть, нужны красивые, яркие картинки из будущего. И тогда у тебя жизнь выстраивается, мы же все живем в разных ветках реальности. В твоей ветке ты типа такой, могу тут жить, могу не тут, но нам-то ты нужен, папе нужен, сестрам нужен, маме, не знаю, что там сложные отношения, в любом случае она мама. И, поэтому вот эти разговоры, что, ну, наверное, вот у меня так, смотри, у меня что-то, губа начала дергаться. Не хочу, чтобы так было. Загадай, что еще много всего случится, и это будет создаваться. Например, загадай, показать папе пингвинов в Антарктике. Обалденная тема. Хочешь пингвинов увидеть? Пингвинов по всему миру разводят. Ну нет, Они там в когда ты Новосибирске загадываешь здесь. Антарктику, это значит, что, во-первых, вам нужно оказаться в этой Ушуае, оттуда пойти 2 недели на корабле. Ну, то есть это такие мечты, которые привлекают очень много других моментов. Для этого ты должен быть здоровый, чтобы пингвина... Подожди, а рука может лучше работать или ты уж так к ней привык? Уже все. Ну, можно чуть-чуть Какой-нибудь тайчи там? чуть разработать. Тайчи в смысле? Ну, в смысле, чтобы чуть-чуть еще больше разработать. То есть у меня идея, чтобы стало лучше. Может, конечно, по-разному в жизни случиться, но может же быть и лучше. Можно ли с рукой поработать так, что она бы укрепилась, и ты бы мог еще кому-нибудь... Не, ну разработать можно, но там сильно лучше не станет особо. А давай решим, что станет. Если бы ты был самым богатым человеком в мире, что бы ты сделал? Все самое плохое, что можно сделать, я бы сделал. Что, например? Что для тебя плохое? Может быть, для нас это хорошо? Ванны с шампанским наполнил бы? Да, конечно. Да, бабочек бы ловил. Да. Ну, что-нибудь одно давай. Представляешь, вот у тебя сейчас все деньги мира, и мы такие... Голодные игры бы устроил эту самую игру в кальмара в реальной жизни. Подожди, а может быть, в тебе есть задатки этого продюсера? Вот я сняла хоррор-фильм и до сих пор кайфую. Это просто невероятно, что то есть ты придумываешь дичь какую-то, а потом это так круто снимать, а потом ты на это смотришь, вспоминаешь, как это снималось, это прям целый мир. Ты можешь здесь кино снимать. И, кстати, если ты будешь продюсером, то тебе, ну это же не оператор, ты можешь просто вот так пальцами водить, так, это сюда, это сюда. Так много профессий, в которых не так уж и нужно плечо. Поэтому ладно, хрен с ним. Выберем. Так, подожди. Не так играешь, я же тебе сказал. Я Да, же тебе главное сказал. вот так вот делать. Больше эмоций. Нет, ты тут переигрываешь, козел. Знаешь, это есть. Вы переигрываете, а вы не доигрываете. Вам буду переплачивать, вам не доплачивать. Если бы Можно ты был всем не доплачивать. президентом Кипра, что бы ты сделал? Кипра? Ну, я думаю, не трогать другого президента лучше. Давай Кипра. Знаешь, что надо сделать? Нужно... День чая бы ввел. Нам нужен лагерь. Радуга на Кипре. Там 7 домов, чтобы каждый мог... Нет, чтобы каждый такой ребенок, который мечтает жить хорошей жизнью, как ты, мечтаешь уже? Вот, чтобы он мог приезжать, отдыхать, потому что у нас всего один домик, и все семьи, все желающие просто не влезают уже. Давай загадаем. Сейчас там 300 лет, на 300 лет пообещать, там, наобещать чего-нибудь, да, там. И лагерь, и это. Ну, кстати, это же такой чудесный волшебный остров. Если здесь люди исцеляются, как и ты сейчас, то значит надо больше в это вкладывать. Придумала. Ну, это, хотя ты похож как раз на героя того анекдота. Когда девочка поймала золотую рыбку, и та, говорит, загадывает желание, она такая, можно у меня такие уши? Помнишь? А хоп, у нее такие уши, потом такая, а можно хвост? Такая вот ее хвост. Потом что-то, знаешь, что смешное загадала, а рыбка говорит, ну, какая-то ты глупая девочка, ты же могла загадать себе денег, там, красоты, принца. Она такая, а что, можно было? Вот. Так что ты можешь загадать что угодно. Можешь хвост загадать. Подобный анекдот вспомнил, он чуть подольше, правда. Давай, может. Что же Вдруг сказать? это будет лучшее, что мы сказали на этом интервью. Да нет, я его полностью не помню, я так расскажу. Там тот случился, это красный шарф. Красный шарф? Не, ну что подобный анекдот идет, что-то мужик по пустыне, вот, видит, тоже пусть будет в пустыне, видит рыбку, да, спасает ее, и она такая, о, все, ты меня спас, все, можешь загадывать любое желание. Я хочу, чтобы у меня голова вот так вот тряслась.
такая, Да, это ладно. тот друг той девочки, я помню. Да ладно, ладно, все, идет, видит тоже там лепрекона, спасает, он такой, о, мужик, все, ты можешь у меня тоже это желание одно загадать, вообще 1000 лет тебе уважения. Можно, чтобы у меня нога тоже тряслась, вот, ну, ну, странно же, может, что-то другое. Нет. Ладно. Идет тоже, вот, помогает, опять золотой рыбки пусть будет. Ну, что, загадывай. Так, ну я хочу, чтобы у меня еще рука тряслась. И все, идет по пустыне такой, ну их я загадал, конечно. Да. Ты знаешь, что-то Нельзя мне- матюкаться, да? Можно. Мне что-то напомнило. Как будто бы ты мог бы быть героем такого. То есть ты мог загадать себе, чтобы, например, я выступала, весь класс мне аплодировал. Ну, загадал себе это. А пусть у меня плеча не будет. Прикол. А можно же теперь все поменять? Ну, чтобы это крылья отросли, рога и... Не, ну, уши. кстати, быть необычным прикольно, если ты жив и вот как ты сейчас выглядишь, ты можешь шутить, ты можешь бегать, прыгать. То есть прям идеально, потому что если человек такой весь прекрасный, то как будто бы нечем делиться. А у тебя такая история, такая глубина, то есть люди уже на это будут идти. Я почему-то тебя все завлекаю куда-то на сцену или как-то выступать. Потому что когда ты начинаешь чем-то делиться, то все ангелы, весь мир, вселенная, Бог, все думают, так, этот человек нужен, он делится, он делает мир лучше. Пообещай что-нибудь поделиться. Чем-нибудь поделиться? Да. Ну, чуть позже ты можешь детей делать, а сейчас нужно пока Что творчеством вы заниматься. все на это? Потому что это часть будущего, которая... Демографию поднимать, да, вот не, это? не демографию, тебя поднимай. Так ты справиться, вон папа молодец, постарался. Я тоже, видишь, 3 родила. От тебя хотя бы одного давай. Но это, в этом там другой смысл, что просто когда ты представляешь, что в твоем будущем малыш, это опять-таки дорисовывает... Вы на что-то путь намекаете? отсюда. У вас есть муж, кстати? Он ушел. Его тоже звали Виталий. Ну, Поэтому... Кстати, вот про разговор про ресторан тут вот ну, интересно, Так. да, как бы. В принципе, могу вас пригласить, да, как бы, и после свадьбы, да, в принципе. Мы... О, давай. Ты имеешь в виду, что мы с тобой поженимся? Да? Я нашла себе мужа, браво. Ну, кстати, давай так думать. Тоже Не красиво. смущайте все-таки так. Ну. Не, ну ты же представляешь, пока нельзя тебе, ты молодой. Но ради того, чтобы жениться мне, тебе нужно еще расти и жить, и пользоваться руками, ногами, и юморить, зарабатывать, может быть, на этом деньги, для того, чтобы мы потом взяли яхту и отправились куда-нибудь в путешествие. С моими 3. А вам с нужно, твоим- чтобы у вас, ну, мужчина зарабатывал или... Я просто, ну, я отличная домохозяйка могу быть тоже, как бы. А, ты готовишь? Ну да, я хорошо готовлю, кстати. Прикольно. А как тебе руками удобно? Что ты Что там готовишь? же не надо, это ничего. Да блин, Там- мясо пока там порубишь. Или это не мясо? Что ты готовишь? Что ты будешь мне готовить на завтрак? Нажал кнопочку кофе? Да. Фух. Да ладно, пусть кто-нибудь другой готовит. Мы можем, конечно, что-то делать. Про заработок тут другое. Если ты, так как я творческий человек, и когда за то, что ты творишь, тебе еще вдруг возвращается финансовая какая-то благодарность, то это прекрасно. А так просто работать, чтобы работать, да ну, как-нибудь справимся. Да. Ну, дети у меня вырастут скоро потом. Мгм. Ну, потом для счастья человеку немного надо. Важно иметь желание, иметь возможность радоваться тому, что у тебя есть сейчас. Что там? Кровать, тепло, воду найдем. Электричество сейчас тоже по всему миру. Все будет, все будет. Да. Ну что, давай тогда об этом мечтать. А там как пойдет. Супер. Вы согласны? Что я стану вашей? Отче, даете благослови. Необычно разговор зашел. Неожиданно, но... Да, мой бывший муж тоже удивится, наверное, но что поделать. Пути Господни Стоп, не а он меня не исходят. будет искать там, я не знаю. Нет, он уже женат, у него все А, хорошо. все супер. Да. Или Что, сочувствую. ему или его жене? Его жене. Да. Ну, нет, пусть. Главное, чтобы он был жив-здоров, потому что у нас с ним совместно 3 детей, и он, и я очень важны для детей, поэтому я настолько мудра и прекрасна, что я желаю ему счастья. А тебе еще больше. Но тебе нужно изнутри захотеть как можно больше красоты и вкусов. Надеемся, что сейчас мы еще поужинаем, и ты поймешь, что как надо готовить пасту, и потом будем ее готовить. Ну, конечно же, все вот это вот чудо мы бы не получили без прекрасных людей, которые сейчас нас окружают, да. И, в общем-то, без прекраснейшего фонда,
который, ну, сотворил всю эту сказку, да. Фонд «Радуга» на Кипре, который привез меня на Кипр. 1000 лет, спасибо, 1000 лет уважения ребятам. Но все будет, чудеса бывают, все. Любите, вот, чтобы мир во всем мире был. Моя мечта. Да, хочу выразить огромную благодарность ребятам и девчатам. Да, благодарность фонду «Радуга» на Кипре за это просто невероятное чудо. Для меня это реально чудо, какое-то чудо-волшебство. Вот, и мне хочется сказать, что ну, в любой сложной ситуации, да, вы, ну, кто в ней оказывается, вы можете обратиться за помощью, и помощь, она придет. Да, когда рядом есть люди, особенно такие добрые, любящие, это вообще просто вдохновляет, дает силы жить дальше. Вот, спасибо вам. Ну что, Руслан, теперь ты веришь в чудеса, да? Ну, улыбайся. Вера приходит с улыбкой. Расскажи нам, есть ли у тебя какое-то желание, которое ты сейчас здесь озвучишь, и мы поддержим это твое желание, мы сделаем все, чтобы оно исполнилось. Начнем с 29 июня. Нет? Приехать на Кипр, отличное желание. Обещаешь всем нам, прям в камеру говори, я обещаю. Я еще вернусь, я обещаю.